Привет! Вы на канале Aeroportal. В этом ролике мы решили рассказать вам простым языком, без сложной профессиональной лексики, о самолете, который без преувеличения является легендой советской и российской авиационной промышленности – Ил-76. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на нашу группу ВК. Это наш запасной аэродром, и там тоже много интересного контента. Ссылку вы найдете в описании. А теперь пристегните ремни безопасности, мы взлетаем. Итак, Ил-76 – советский и российский тяжелый военно-транспортный самолет, который был разработан в ОКБ Илюшина. Первый в истории Советского Союза военно-транспортный самолет с турбореактивными двигателями. Зарождение проекта Ил-76 началось в конце 60-х годов по поручению Министерства авиационной промышленности Советского Союза. Была поставлена задача создать новый транспортный самолет с более высокой грузоподъемностью и дальностью полета, чем его предшественники. В 1968 году началась активная работа над проектом Ил-76. Одной из целей проекта было создание универсального самолета, способного выполнять различные задачи, включая грузовые, пассажирские, пожарные и военные миссии. Ил-76 получил несколько модификаций, которые были адаптированы под различные требования и задачи. Работы по созданию самолета проходили под руководством заместителя генерального конструктора Новожилова. В 1971 году после успешных испытаний Ил-76 совершил свой первый полет. Самолет был высоко оценен за свои летно-технические характеристики, такие как большая грузоподъемность, дальность полета и возможность взлететь и приземлиться на неподготовленных аэродромах. Ил-76 был также оборудован автономной системой заправки воздушных судов, что существенно упростило его использование и повысило его оперативность. С началом серийного производства Ил-76 в 1973 году самолет стал рабочей лошадкой военно-транспортной авиации Советского Союза. Он использовался для перевозки грузов, включая тяжелую и крупногабаритную технику, военной техники и военных подразделений. Ил-76 также демонстрировал свои возможности в процессе международных гуманитарных миссий, перевозки грузов и эвакуации граждан в зоне бедствия. Конструкция данного самолета включает в себя систему высокоподъемных крыльев, которые обеспечивают большую грузоподъемность и дальность полета. Самолет оснащен 4 турбовентиляторными двигателями, которые обеспечивают ему достаточную тягу для взлета и полета с полной загрузкой. Ил-76 имеет широкий грузовой отсек, который позволяет перевозить различные типы грузов, включая контейнеры, технику, снаряжение и пассажиров. Возможность загрузки и выгрузки груза осуществляется через заднюю грузовую дверь и специальные погрузочные люки на борту самолета. Самолет также обладает хорошей маневренностью и способен выполнять посадки и взлеты с неподготовленных аэродромов, включая различные типы поверхностей, такие как грунт, трава, снег и лед. Этот фактор делает Ил-76 особенно полезным для операций в отдаленных и непригодных для посадки самолетов местах. Также следует отметить, что заводской испытательный самолет Ил-76 выполнял роль прототипа для различных модификаций самолета, включая Ил-76Т, пригодный для перевозки больших грузов, Ил-76МД, усовершенствованная версия для военных целей, Ил-76МД-90, модернизированная версия с новыми двигателями и электроникой, и другие. Более подробную информацию о модификациях Ил-76 и его технических характеристиках вы можете найти в нашей группе ВК по ссылке в описании. Говоря об Ил-76, следует отметить его военное применение. Модификация Ил-76МД является военно-транспортной версией и широко использовалась вооруженными силами Советского Союза и России. Она имеет возможность перевозить военное снаряжение, войска и боевую технику, а также выполнять воздушно-десантные операции и аэромедицинские эвакуации. Данный самолет также использовался для выполнения гуманитарных миссий по всему миру. Он способен перевозить большие объемы грузов, что делает его полезным для доставки гуманитарной помощи, пищи, медицинского оборудования и других материалов в области кризисов и бедствий. Кроме того, Ил-76 является базовой платформой для разработки других специализированных вариантов самолета. Некоторые из них включают Ил-78, который представляет собой воздушный топливозаправщик, который способен предоставлять топливо во время полетов другим самолетам, и Ил-82, который служит в качестве летного командного пункта для управления воздушными операциями. Не следует забывать о значительном коммерческом использовании Ил-76.
Он используется в качестве транспортного самолета для перевозки грузов в труднодоступные регионы и в условиях ограниченной инфраструктуры. Данный самолет также применяется для коммерческих грузовых авиаперевозчиков и выполняет перевозки грузов по всему миру. Карту стран, где эксплуатируется Ил-76, вы видите сейчас на экране. Также самолет применяется для борьбы с лесными пожарами, доставки грузов на нефтегазовые платформы в море и других специализированных задач. В общей сложности за всю историю данного лайнера было произведено более 900 единиц. Его следующей главной версией является Ил-476, который оснащен современной электроникой и более мощными двигателями. Этот самолет предназначен для замены старых Ил-76 и улучшения его летно-технических характеристик. Сегодня Ил-76 продолжает успешно эксплуатироваться как в России, так и за рубежом. Он является основным самолетом военной транспортной авиации России, Украины, Казахстана, Узбекистана. Состоит также на вооружении ВВС стран СНГ, Алжира, Индии, Иордании, Ирана, Ирака, Китая, Ливии, Северной Кореи и Сирии. Подводя итоги, можно сказать, что Ил-76 оставляет свой след в истории авиации, будучи одним из главных символов отечественной авиационной промышленности и достижений советской и российской авиации. Его эффективность и надежность продолжают подтверждаться во многих операциях и миссиях во всем мире. О каком самолете вы бы хотели увидеть следующий ролик? Напишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели и поставили лайк. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий ролик. Также не забудьте подписаться на нашу группу ВК по ссылке в описании. До встречи!